Здравствуйте, дорогие мои! С вами я, ваша Люсечка. И сегодня я хочу поделиться с вами своей идеей, как украсить вот такие вот обыкновенные стулья, которые у нас на кухне имеются, интересными новогодними оленями. Для этого, для оленей нам понадобится фетр. Не фетр, а этот флис. Обыкновенный флис, вот такого вот коричневого, светло-коричневого цвета. Тут его у меня, наверное, 3 метра. И по полметра я взяла темно-коричневый флис, из которого мы будем делать рога. И вот такой вот светлый молочного цвета флис, из которого мы будем делать мордочки нашим оленям. Для начала нам с вами нужно вот этот стульчик снять выкроечку. Вот форму вот этого стула обрисовать и снять выкроечку. Для этого нам понадобится обыкновенная пленка. Да? Обыкновенной пленкой вы вот так вот прикладываете стул и ручкой или карандашиком обрисовываете и вырезаете выкроечку. Рисовать ничего не нужно, да? Мы с вами здесь оставляем припуск на ладошку. Это у нас будет снизу, как бы для закрепления на стул. И здесь делаем припуск на глаз 1,5–1,2 см. И просто вырезаем вот так вот наш вот. Одну заготовку мы вырезали, да? Это у нас в заготовке у нас 2 детальки идет, да? Открепляем булавочки и вырезаем таким образом еще 3 заготовки. Теперь будем кроить рога. Рога у нас будут размещаться вот здесь, в верхней части. И должны быть вот приблизительно вот такого размера. Коричневый флис. Разворачиваем его. И таких вот рогов нам с вами нужно выкроить 16 штук. Вот таких вот деталек 16 штук. Точно так же размещаем этот рожек с краю тканьки, прикалываем его булавочками для удобства. Ткань у нас сложена лицом к лицу, и мы вырезаем 8 пар таких заготовок. Делаем припуск около сантиметра, можно где-то миллиметров 7. Снизу сделайте припуск 1,5 сантиметра. Теперь прикалываем нашу заготовку снова, выкроечку. И таким образом выкраиваем необходимое количество рожек. Итак, каждому оленю мы с вами вырезали пару рогов. Да? У нас 8 таких заготовок, каждая из них двойная. Создаем эскиз мордочки оленя. Это где-то А4 формат, ну, чтобы он где-то занимал половину нашего вот размера. И из белого флиса вырезаем 4 вот таких оленьих мордочки. Итак, мы с вами вырезали 4 вот таких вот мордочки на каждый стульчик, да, и подготовим вот такие вот выкройки. Это будет носик, это вот глазки такие вырежем и бровки. И вот такую выкройку ушка. Теперь будем выкраивать по очереди все детальки для мордочки, которые нам нужны. Ушки мы будем кроить из светлой ткани и из коричневой. Для того, чтобы у нас ушко было, когда мы его сложим пополам, оно внутри у нас будет беленьким. Вот эти вот глазки можно повырезать из маленьких остатков, что у нас пооставались вот кусочки, выпады такие. Допустим, вот такие глазки. большие глазки.
Или вот такие поменьше глазки. Так, носик мы вырезаем из такой же ткани, вот как вот эта вот тканечка, бежевый носик. Прикладываем носик и вырезаем 4 таких носика. Вот смотрите, есть носик. Есть носик. Бровки тоже вырезаем из остатков каких-нибудь маленьких кусочков, да. Нам нужны еще такие вот полосочки. Тоже из остаточков берем и вырезаем полосочки где-то миллиметров 5 в толщину. Вот смотрите, что мы будем делать из этих полосочек. И у нас уже появляется ротик. Вырезаем вот такие вот полосочки. Вот смотрите. Вот у нас веселый олень, который чего-то тут радуется. Можно сделать веселые мордочки, можно сделать не очень веселые. Вот. И вот размещаете элементы, ушки и смотрите, что у вас получится. Можно сделать печального оленя. Ну, печального можно и не надо. После того, как у нас все элементы выкроены, подготовлены, следующим этапом у нас будет приметывание. Если вы в себе уверены, можете сразу же переходить к машинке и прокладывать строчечку вот здесь вокруг, по краю носика. Если же вам хочется чувствовать себя более спокойно при шитье на машинке, просто приметываете каждую деталечку к мордочке крупными стежками. Так поступаем с каждым элементом. Глазки, бровки, улыбочку, все приметываем. Вот у меня получились 4 таких мордашки, да? Это типа девочка, это типа такой мальчик, Сонька и печалька. Такой даже печалька у нас будет. Следующий этап. Вот мы с вами все приметали. Каждая деталечка у нас приметана. Дальше мы идем к швейной машиночке и каждую детальку вот здесь по контуру прострачиваем светло-коричневой ниткой, темно-коричневой детальки темно-коричневой ниткой. Идем шить на машинке. Итак, мы с вами получили вот такие вот мордочки. Мы с вами сделали строчки. Я сделала, давайте посмотрим с изнанки. Зигзагом я сделала узкие детальки, а носик сделала такой декоративной строчкой типа пэтчворк. Вы можете поэкспериментировать с любыми декоративными строчками, какие у вас есть на машинке, либо же сделать ручную стежку, как это делалось в классическом пэтчворке. Вот такие мордочки у нас получились. Это у нас весельчак, это у нас красотка, это у нас печалька, это у нас Соня. И складываем лицом к лицу каждое ушко. На машинке нужно прострочить будет по 6 миллиметров от края ушка. Прокладываем вот здесь строчечку. Этот край оставляем открытым для того, чтобы ушко можно было вывернуть. Отделяем каждое ушко. Вот смотрите. Вот здесь вот уголочки лучше срезать, для того, чтобы уголочек ушка лучше вывернулся. Через открытый срез выворачиваем наше ушко. Вот пальчик пропихиваем до самого конца. И вот смотрите, какие у нас получились милые оленьи ушки. Также выворачиваем каждое последующее ушко. И переходим к рогам. Вот наши рога. Рога точно так же. Прокладываем строчку по краю рога. Вот так вот. Просто прямую строчку. И оставляем вот этот нижний край открытым, не застроченным. Берем рожек, отрезаем ниточки.
И вот смотрите, для того, чтобы вывернуть красиво и аккуратно рожки, нам нужно сделать надрезы в местах скруглений, не доходя 1 миллиметр до края. Вот в этом месте. Там, где у нас скругление особенно сильное, делаем по несколько надрезов чаще. Вот так вот. Вот. Теперь выворачиваем. А чтобы вывернуть так вот рожки в самых узких местах, так используем карандашик. Вот такие у нас получаются рожки. Вот все рожки у нас вывернуты. Для набивки рожек будем использовать синтепон. Синтепон лучше рвать руками. Вот так вот. Нарвать синтепон ручками. Берем и с помощью карандашика набиваем через открытое отверстие. Потихонечку вот так вот проталкиваем в самый краешек и набиваем рожки синтепоном. Итак, смотрите, у нас с вами готово 4 пары рогов, у нас готовы ушки, тоже 4 пары, и мордочки наши готовы. Теперь мы с вами, и даже вот смотрите, косички. Для красотки сплетите вот такие вот косички. Вот эту вот мордашечку располагаем вот здесь и закрепляем ее булавочками в нескольких местах. Все мордашки нужно разместить. Также прикалываем остальные 2 мордашки и прокладываем строчку по контуру мордашки на машинке. Итак, все мордашки у нас пришиты. Теперь нам нужно собирать нашу мордочку в кучку, да? Для начала нам нужно подобрать пару рогов, пару ушей. Вот так у нас будут расположены ушки. Рожки располагаем по центру, да? И где-то, наверное, вот так вот. Все элементы, рожки и ушки у нас с вами уже готовы, да? Размещаться будут у нас рожки и ушки вот здесь. Вот, и ушки. Смотрите, ушко у нас имеет вот такую как бы толщину и пришиваться будет вот в таком вот сложном виде. Толщина для моей машинки очень большая. Поэтому смотрите, что я делаю. Я прикладываю рожки, прикладываю ушки. Вот. Прикладываем ушки и отмечаем, где у нас начало ушка и где конец ушка. Делаем надсечки. Убираем это все. Вот складываем лицом к лицу чехольчик. Вот у нас наметочки, надрезики. Прокладываем строчку вот здесь. Здесь начинаем строчку. Мы тогда плиту сделали на ладошку, да? Начинаем строчку вот здесь. Вот здесь. И заканчиваем строчку вот здесь и вот здесь. А рога и ушки мы будем вшивать потом вот в эту оставшуюся дырочку вручную. Итак, мы с вами прострочили чехольчики по периметру, да, начиная сантиметров 10 от края. И ну вот здесь, вы знаете, у меня получилось прихватить ушки. Машинка все-таки взяла. А дырочку для рожек я оставила. Итак, давайте попробуем вывернуть, посмотреть, что у нас с вами получилось. Так, это у нас кто? Это у нас красотка. Это у нас ворчун. Так, ну вот смотрите, ушки у нас уже вшились. Почему я не могу вшить рога? Вот смотрите, я рога набивала ну, почти донизу синтепончиком, чтобы они как бы имели жесткую форму и не падали, когда они будут, эта часть будет надета на стул,
а рога будут находиться выше. И вот смотрите, сейчас мы будем вставлять рожек вот сюда, вот поглубже, сантиметра на 3-4 в отверстие, которое у нас осталось. Если вдруг здесь вот маловато синтепончика, вот мы его добьем. Вот смотрите. И у нас вот рожек, когда мы его берем, он вот не должен падать. Он должен быть почти до самого основания набит синтепончиком. Поэтому, естественно, насквозь мы его машинкой прошить не можем. Вот краешек, да. И вот смотрите, теперь мы вставляем рожек вот в эту вот часть. Вот. И второй рожек тоже основание чуть-чуть помним. Тут уже почти до конца, да. Смотрите. И вставляем ворчуну рожки. Вставляем ворчуну рожки в дырочку, чтобы они не падали у нас. Они должны быть такие вот кругленькие и толстенькие. Теперь мы возвращаемся внутрь, в серединку. Вот, выворачиваем нашего ворчуна. Вот смотрите, вот в этом месте нужно просто рукой вот так вот прошить. Вот теперь просто швом назад иголочку пришиваем наши рога. Да, вот получается вот здесь вот рог внутрь уходит, мы его пришиваем вот к этой вот поверхности. После того, как рога вшиты, нам остается сделать еще только одно. Вот до вот этого места, где мы с вами закончили строчку, нужно сделать бахрому. Так вот. Я думаю, здесь можно без разметки резать все на глаз. Вот так режем пополам, пополам и еще раз пополам. Все, теперь наш с вами чехол на стульчик готов. Остается его вывернуть и надеть на стул. Таким же образом вшиваем рога всем остальным оленям и делаем им внизу бахрому. Ну и финальный аккорд нашего всего этого — это надеть на спинки стульев всех этих наших оленей. Начнем. Вот у нас парчун. Вот смотрите, Соня. И вот красотка. Смотрите, красотки, мы сделали косички, сережки. И весельчак. Вот такая веселая компания может быть за вашим новогодним столом. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с Рождеством. Хочу поблагодарить вас за то, что вы были со мной на моем канале. Обещаю, что в новом году будут новые проекты по вязанию. А сейчас, надеюсь, мои олени поднимут вам настроение и придадут уюта и радости в вашем новогоднем доме. Всего хорошего, желаю вам творческих успехов. С вами была Людмила Вдовиченко.